Всем привет! Это канал Scale Journal, и в этом видео обзор модели танка от фирмы Trumpeter, израильский T-67. Артикул набора 00339, модель выпуска 2009 года, которая основана на наборе, по-моему, 1999 года. Здесь просто идут дополнительные детали в комплекте. Ссылка есть на него в описании видео. Перейдем к содержимому набора. И начнем, как обычно, с инструкции. Инструкция выполнена в виде книжки. На лицевой части у нас черно-белый бокс-арт, который у нас идет на коробке, и дана табличка с названием цветов, которые рекомендуется использовать при покраске модели. Дальше у нас сразу идет порядок сборки модели. Набор позволяет собрать две модификации танка. Первая модификация — это танк на основе танка Т-54, Тиран 4, соответственно, и на основе танка Т-55, соответственно, Тиран 5. И на протяжении всей сборки тут будут двойные такие схемки с показанными различиями, что собирается для конкретной модификации. Опять же, по инструкции видно, что здесь у нас будет идти виниловые гусеницы в наборе. Вот опять аналогично показано для модификации Тиран 4 и для модификации Тиран 5, что не характерно для инструкции Trumpeter, которую я раньше видел. Здесь еще также даны фотографии собранных деталей, то есть настоящие, помимо схемы, как это должно выглядеть, что несомненно является плюсом к инструкции. Схема расположений деталей на литниках расположена в конце. Видимо, это особенность старых наборов от фирмы Trumpeter. И также здесь в конце дана схема окраски и нанесения декалей. Всего у нас дано два варианта: под Тиран 4 и под Тиран 5. С инструкцией все. Идем к литникам. Начну я с ванны корпуса. Ванна корпуса отлита неплохо. Есть, конечно, небольшое количество облоя. Но она хорошо, что отлита уже одной целиковой деталью. Только вот заднюю часть нужно будет приклеить. Далее у нас идет литник с башней. Башня, дан пулемет. Это, видимо, пулеметные ящики и брызговики. На башне дана имитация фактуры литой башни. Ну и также сделана небольшая, достаточно слабенькая имитация сварного шва. При желании этот шов нужно будет доработать, так как здесь он неявно так достаточно показан. Далее у нас идет небольшой литник с заглушками на катки, видимо, для фиксации. И большой литник с обвесом танка, бревно,
подвесные баки, просто баки, которые накладываются, ящики, элементы люков, пулемет. Ну и прочее. Обои присутствуют в небольшом количестве, особенно на мелких деталях это есть. Люки, я так понимаю, детализованы у нас с одной стороны. Со второй стороны детализация практически отсутствует. Ну, я бы сказал, что отсутствует практически ничего нет. Ну и плюс присутствуют следы питателей, которые, ну, в общем-то, мешают. Ну, скажем так, литье достаточно простенькое. Какого-то супер качества здесь не видно. Но это стоило ожидать, так как набор достаточно древний. В следующем пакете у нас идет большой литник с верхней частью корпуса. Крышка МТО, задняя часть корпуса, защита фар, ну и прочие мелочи. Опять же, повсюду есть небольшое количество облоя. Фары даны весьма упрощенно. На маленьком литнике у нас, по всей видимости, это у нас дополнительные ящики, обвес. Это у нас элементы люков башни. Опять же, детализация дана только с одной стороны. То есть люки надо будет делать, ну, точно закрытыми. И дано орудие танка. Орудие состоит из двух половинок и есть пазы для удобства совмещения их. Еще в одном пакете дан второй вариант орудия. Это, я так понимаю, для Тиран 5 версия, а это для Тиран 4 был. Похоже. А может наоборот. Это у нас идет задний подвесной ящик, я так понимаю. Хотя нет. Даже не знаю, что это такое. Посмотрим потом по ходу сборки. И здесь литник с большим количеством канистр запасных траков. Здесь у нас даны два пулемета также. А вот это вот уже сетка, похоже, задний ящик. Да, ящик для мелочевки. Как я уже сказал, что литье достаточно упрощенное. Присутствует облой практически на каждом литнике. На последнем литнике у нас располагаются элементы подвески, балансиры и катки со звездочками. В наборе у нас идут виниловые траки, но вот виниловые траки далеко не лучшего качества, и при возможности, конечно, лучше такие траки заменить. Также в наборе дана сеточка, из которой предлагается самостоятельно вырезать сетки МТО, толстая нить, из которой предлагается сделать трос, и также даны прозрачные детали
Видимо, для триплексов у нас они идут. Декали достаточно простые, всего несколько элементов, но при этом сделаны качественно. Теперь можно подвести небольшие итоги. Набор ожидаемо не очень высокого качества. На литниках присутствует облой. Литье местами достаточно простое. Какой-то высокой детализации здесь нет. Из плюсов могу отнести разве что большое количество ящиков, канистр и дополнительного обвеса, которые будут украшать танк. Но вот проработка мелких деталей здесь, конечно, достаточно условная. Также весьма посредственного качества виниловые гусеницы, которые желательно, конечно, бы заменить при возможности. Ну, это, как я уже, наверное, сказал, набор достаточно не новый, поэтому это было ожидаемо. Новые наборы трампетера, конечно, значительно более высокого качества, и с этим набором ни в коем сравнении не идут. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Сейчас будут еще фотографии литников. Пока.